Жаркой летней ночью в родильном зале городской больницы повисла напряженная тишина, предвещавшая неминуемую суматоху. Клара, молодая женщина, испытывала нечто среднее между болью и первобытным ужасом материнства. Ее крики были полны невыразимого страха. «Во мне живет оборотень!» — закричала она, и в ее голосе звучала паника. Врачи и медсестры, хотя и были опытными специалистами, привыкшими к самым разным осложнениям родов, недоуменно переглянулись, усердно стараясь сохранить профессиональное спокойствие перед лицом этой странной ситуации. Один из врачей попытался ее успокоить, но его слова были прерваны, когда Клара, наконец, родила. В следующее мгновение наступила тяжелая звенящая тишина. Все застыли, переваривая открывшееся перед ними зрелище. Ребенок действительно выглядел как оборотень, весь заросший густыми темными волосами. Шок пронесся по всему родильному залу волной, когда молодая женщина заявила: «Видите, я же говорила вам, это оборотень». С дрожью в руках одна из медсестер поспешно достала мобильный телефон и набрала номер экстренной службы. Приказ врача немедленно обмыть младенца прозвучал так настойчиво, что в его голосе сквозил настоящий страх. Они всеми силами пытались навести порядок в этом хаосе, в то время как бедная Клара, все еще не оправившаяся от родов, заливалась рыданиями. «Я говорила вам, а вы не поверили мне. Никто не поверил». Ее слова оборвались жалобным плачем, который тронул сердца всех присутствующих. Врачи и медсестры снова обменялись встревоженными взглядами, невольно задаваясь вопросом, может ли история Клары, которую до этого момента считали бредом, таить в себе пугающую правду. Чтобы понять, что произошло на самом деле, нужно было вернуться на 9 месяцев назад, когда Клара вместе с друзьями отправилась на вечеринку в соседний городок, где с размахом отмечался день рождения парня ее подруги. Вечеринка, наполненная музыкой, смехом и весельем, вскоре приняла неожиданный оборот. Когда Клара вышла в лес позади дома, чтобы справить нужду, туалет был занят. Она внезапно оказалась лицом к лицу с чем-то необъяснимым. Стоило ей повернуться, чтобы идти обратно, как из глубины леса донеслись странные звуки, которые сковали ее страхом. Когда глаза Клары привыкли к темноте, она заметила 2 огромных светящихся янтарных глаза, устремленных прямо на нее. Существо начало приближаться. Крик ужаса сорвался с ее губ, когда она поняла, что перед ней стоит нечто, напоминающее оборотней из рассказов, которые она слышала в детстве от бабушки. Охваченная паникой, Клара бросилась бежать, но неровная земля и темнота мешали ей сориентироваться. Она закричала, но ее голос тонул в густой чаще леса. Когда она споткнулась о корень и упала, то увидела, как нечто прыгнуло на нее, после чего сознание поглотила тьма. Очнувшись, Клара обнаружила себя в собственной спальне под встревоженным взглядом матери. Ошарашенная, она спросила, что случилось и как она оказалась дома. «Твои друзья и твой парень Оливер привезли тебя сюда. Разве ты не помнишь?» — ответила мать. «Он оставил тебя отдохнуть и ушел на смену. Он хотел проститься, но ты спала». Слова матери звучали отстраненно, пока Клара пыталась осознать события прошедшей ночи. Она попыталась рассказать матери о нападении, но даже сама не верила в свои слова. Мать только вздохнула и упрекнула ее, решив, что это последствия бурной вечеринки. Клара, отчаянно ища понимания, рассказала все друзьям, но они лишь посмеялись и обвинили ее в фантазиях. Единственным, кто мог ее поддержать, был Оливер, моряк, находившийся тогда в дальнем плавании и с которым не было связи вот уже несколько недель. Его командировка должна была продлиться 4 месяца. Ситуация стала катастрофической, когда Клара начала испытывать утреннюю тошноту и заметила растущий живот. Тест на беременность подтвердил ее худшие опасения.
Мысль о том, чтобы рассказать Оливеру, пугала ее до дрожи. Как объяснить, что она ждет ребенка при столь странных обстоятельствах? Ее мечта стать матерью вместе с любимым превращалась в кошмар. А когда за несколько дней до его возвращения Клара узнала, что рейс Оливера продлили еще на 5 месяцев из-за проблем с разгрузкой судна в порту, она была совершенно сломлена. «О, Боже! Когда он вернется, ребенок уже родится. Он никогда не простит меня», — рыдала она, ощущая все более острое одиночество. Беременность Клары была наполнена чередой противоречивых эмоций. Иногда, глядя на свой живот, она даже испытывала радость, забывая на миг о своем страхе. Но потом ужас возвращался с удвоенной силой. Наконец, пришел день родов. Охваченная болью и паникой, Клара закричала: «Во мне живет оборотень». Ее слова вызвали лишь недоумение и жалость у врачей, но когда ребенок появился на свет, наступило гробовое молчание. Все увидели младенца, покрытого густой шерстью. Именно в этот момент, когда акушерки собирались унести малыша для обмывания, в дверь ворвался Оливер. Задыхаясь после долгой дороги, он воскликнул: «Я здесь! Я успел к рождению нашего ребенка!» Клара, потрясенная его появлением, залилась слезами и, всхлипывая, начала рассказывать правду о той роковой ночи. Голос ее дрожал от бурных эмоций. Оливер внимательно слушал, а его лицо сменяло выражение от замешательства до ужаса. Тем временем в родильный зал прибыла полиция, вызванная медсестрами. «Этот ребенок не твой», — прошептала Клара, и это признание повисло в воздухе. К ее удивлению, Оливер громко рассмеялся, нарушив тяжесть момента. «Сколько же ты выпила тогда, милая? Ты ничего не помнишь?» — спросил он и начал рассказывать свою версию. Клара не встретила оборотня, а столкнулась с огромным алабаем, принадлежавшим хозяину дома, где проходила вечеринка. Красный отблеск в его глазах был всего лишь отражением света, а напавшая собака сорвалась с поводка и погналась за Кларой. Когда Оливер нашел ее, собака уже нависла над ней, но он успел вмешаться и оттащить пса. В суматохе девушка упала и потеряла сознание, а друзья отнесли ее в дом. Но как же она забеременела? Оливер объяснил, что в ту же ночь они остались вместе в гостевой комнате, где он старался утешить ее после испуга, а в последующие дни перед его отъездом они несколько раз были близки. «Неужели я все это время так ошибалась?» — пробормотала Клара, ошарашенная рассказом. Оливер, узнав о ее госпитализации, вернулся первым же рейсом, чтобы быть рядом с ней и их ребенком. «Прости, что меня не было рядом, когда ты нуждалась во мне больше всего», — сказал он, сжимая ее руку. Однако оставался вопрос о необычной внешности малыша. Когда медсестры вернули его чистым и спокойным, все заметили густой пушок на его теле. Врачи поспешили объяснить, что это не мифическое проклятие, а гипертрихоз — редкое генетическое заболевание, вызывающее аномальный рост волос. Оливер тогда вспомнил: «Мой дедушка страдал от такой же особенности. Похоже, сын унаследовал это». Атмосфера в палате сразу смягчилась. Напряжение сменилось облегчением, а врачи и даже полицейские стали свидетелями трогательного единения влюбленных. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.